Всем привет, это Тостер. Здесь много интересного о домашней технике. У нас реальные обзоры и тесты, а еще больше интересного о доме и быте, куда же без него, на нашем сайте toster.ru. Там не только видео, но и другие полезные материалы по теме. Заходите, читайте и смотрите. В этом видео близко знакомимся с очень интересным устройством. Называется оно Baloo Plaza Solar. Ох, прямо как хороший отель на первой линии, да? Захотелось к солнцу и к морю. И по виду это конвектор, но вообще-то это и конвектор, и инфракрасный обогреватель. Вот так, два вида нагрева реализовано в одном устройстве. Начнем немного издалека, с дизайна. Все же, какой бы высокотехнологичной и полезной ни была домашняя техника, если она некрасивая, шансов попасть в наши дома у нее, согласитесь, немного. Внешний вид имеет значение, и кажется, ребята из Baloo это понимают. Дизайн явно продумывали. Вроде как по формату классический конвектор, но вот эта лицевая панель, черная, глянцевая, стеклянная, придает ему некоторую необычность, согласитесь. Добавляет стиля к утилитарной и в целом функциональности – согревать. Как вы думаете, напишите в комментариях, вообще важен ли для вас дизайн бытовой техники? Стекло, кстати, ударопрочное. И все же согревать – вот главное предназначение любого подобного устройства. И Baloo Plaza Solar не исключение. Для этого у него внутри установлен миниатюрный ядерный реактор. Шутки за 100 от Дании давно не было на канале. Какашенька. Установлен, если говорить серьезно, уже знакомый, наверное, многим, в том числе зрителям нашего канала, нагревательный элемент Hedgehog. О нем я рассказывал, например, в видео о конвекторе Baloo Apollo Transformer с инверторным блоком управления. Ссылку, как водится, оставим внизу под видео. Главное, сейчас тоже расскажу. Ребята из Baloo позиционируют нагреватель Hedgehog как то, что пришло на замену стичам, игольчатым нагревателям с нитями накаливания, а также всем знакомым по разным бытовым приборам трубчатым тенам. Hedgehog — это модифицированный X-образный монолит с треугольными элементами-чешуйками. Так мило их называет сам производитель. Благодаря такой конструкции площадь рассеивания тепла больше, но при этом габариты самого нагревательного элемента можно не увеличивать, что, естественно, позволяет и сам конвектор, его корпус, сделать меньше. Кроме того, производитель утверждает, что здесь нечему перегорать, в отличие от нагревателей других типов. И не просто утверждает, а говорит о том, что рабочий ресурс Hedgehog составляет 25 лет. И это не все плюсы Hedgehog. Нагрев за счет такой конструкции происходит быстрее, порядка 20% времени может экономиться. Но это все, конечно, зависит от конкретных условий обогрева и эксплуатации. Плюс сама температура, до которой разогревается нагревательный элемент, в целом ниже. Конструкция позволяет и здесь сэкономить. Плюс еще никакого шума при нагреве. И продолжаем тему обогрева. Здесь ведь в Baloo Plaza Solar есть еще один нагревательный элемент – микотермический. Именно он отвечает за так называемый эффект солнечного тепла, который доступен с этим обогревателем. В таком нагревательном элементе в качестве источника тепла используются меконитовые нагреватели, покрытые слюдой и представляющие собой своего рода слюдяные пластины. Слюдяной корпус транспортирует тепловую энергию в помещение, излучая инфракрасные волны безопасного для живых существ диапазона и нагревая окружающие предметы. Уже от них нагревается воздух. Люди и животные тоже могут быть объектами нагрева. Проще говоря, это инфракрасный нагрев. В итоге сочетание классической конвекции с инфракрасным нагревом дает очень быстрый результат, особенно в сравнении с масляными обогревателями или водяным отоплением. Большой объем воздуха быстро нагревается от тепла, которое ему отдают окружающие предметы, стены и даже люди. Конвекционный нагрев при этом еще и поддерживает определенную циркуляцию воздуха по помещению, что также ускоряет процесс обогрева. Микотермический нагревательный элемент обеспечивает направленный инфракрасный обогрев. Такие обогреватели можно использовать, например, на дачной веранде или в дачной бане, в торговых точках. Они особенно эффективны в помещениях со слабой теплоизоляцией и с высокими потолками.
Инфракрасный нагрев – это минимум теплопотерь, потому что КПД обычно около 90%. Рабочий ресурс микротермического нагревателя не менее 15 лет, плюс никакого, опять же, шума при работе. Собственно, это здесь, на планете Земля, мы уже говорим про использование его и в бане. А изначально технология космическая, как бы пафосно это ни звучало. В быт она пришла из разработок для космоса. Такое бывает. Те же HEPA-фильтры, которые сейчас стоят в вычистителях воздуха и в пылесосах, тоже изначально были созданы для ядерных проектов, например. Интересно, что всем этим космосом, эффектом солнечного тепла и конвективным нагревом довольно легко управлять. Здесь электронный блок с управлением, с дисплеем, и запутаться в управлении мне не удалось. Можно установить комфортную температуру, и обогреватель будет ее поддерживать. Собственно, так и называется один из режимов «Комфорт». Есть эко-режим, при переходе в который поддерживается температура на 4 градуса ниже той, что установлено в режиме комфорт. Я бы, наверное, ночью его включал, чтобы во время сна прохладнее было, как вариант. А еще есть режим, защищающий помещение коммуникации от промерзания. Поддерживается температура плюс 5 градусов. И, наконец, режим, который производитель назвал «открытое окно». Когда он активен, обогреватель распознает, что температура в помещении быстро падает и автоматически переходит в экономичный режим защиты от промерзания. Без этого режима обычный обогреватель продолжил бы безостановочно пытаться нагреть воздух в помещении, что далеко не всегда необходимо в таких ситуациях. Работу обогревателя можно программировать, то есть, например, любой из режимов не обязательно самому включать и выключать. Создаете расписание, и все, как говорится, работает само. Включается и выключается в обозначенные дни и время. Плюс можно активировать 24-часовой таймер отключения. Есть еще родительский контроль, блокировка кнопок управления, чтобы ребенок в порыве исследовательского интереса не изменил настройки прибора. Обогреватель можно повесить на стену, и с учетом стеклянной лицевой стороны он может очень эффектно смотреться. Зависит, конечно, от того, какой вообще интерьер вокруг. Или можно использовать шасси для напольного базирования. И они, и настенные крепления есть в комплекте. Вариантов моделей на сайте Baloo я нашел 3. Они разной мощности: 1300, 1900 и 2500 Вт, и рассчитаны на разную площадь: 15, 20 или 25 квадратных метров соответственно. Не скажу, что это бюджетный обогреватель, нет, но, как я люблю говорить, это не ко мне. В данном случае к ребятам из Baloo все вопросы. И в конце концов, тут вам и дизайн, и интересные, главное, полезные технологии, и тепло, и лапки. Ну, в смысле, ваш кот наверняка полюбит лежать где-то недалеко от этого обогревателя. В финале мнение тостер. Baloo Plaza Solar красивый и высокотехнологичный. Я знаю, сейчас в комментариях напишут, что ничего глобально нового в этих технологиях обогрева нет. Это так. Ну и что? Здесь хороший, работающий симбиоз прокачанного классического конвектора с современным нагревательным элементом, плюс эффективный инфракрасный нагрев. Все вместе дает хороший КПД и в итоге быстрый нагрев помещения при достаточно адекватных энергозатратах. Что еще надо? Пишите в комментариях, что вам опять не нравится. Ну и что нравится, тоже не забывайте написать. А то, как обычно, недовольные пишут, а довольные молчат. Согрелись, наверное. И стало лень по клавиатуре стучать. Ну, понимаю. Удаленного управления вот только нет. Я бы, наверное, это отметил. Программирование и таймер, конечно, спасает, но со смартфона удобнее и модней как-то. Но в целом обогреватель интересный, и тостер с удовольствием его рекомендует. Если что-то пропустили из технологий в нем, в первом закрепленном комментарии навигация по видео. Кроме того, на нашем сайте Toster.ru всегда есть текстовая версия. Плюс там вообще много всего интересного про дом и быт. Заходите. Это канал Toster. Мы не делаем из домашней техники сенсацию. Мы просто рассказываем, как она реально работает. Подписывайтесь, лайк, шер, все дела и не мерзните. Пока.